Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Это вторая часть видео про Андреевский остров. Сегодня мы проникнем в огромный заброшенный элеватор, построенный в 1970-х годах. Изучим, как он был устроен. Прогуляемся по грузовому порту, посидим в кабине крановщика и даже заглянем в главную диспетчерскую комнату. Офигеть! Свет горит. Приятного просмотра! На улице теплый осенний денек, а я снова пробираюсь на Андреевский остров. В прошлый раз мы посетили вот эту заброшенную котельную и старинное зернохранилище. Если кто пропустил видео, рекомендую к просмотру. Ну а сегодня мы попробуем пробраться вот в этот бетонный элеватор. Здесь в прошлом был грузовой порт. Табличка: доступ только по пропускам. Отсюда просто шикарный вид на Даугаву. Построено это сооружение было где-то в 1970-х, а закрыто не так давно, кажется, в 22-м году. Выходит, сюда приходили корабли, зерновозы, и их загружали здесь зерном. Вот эта штука для швартовки кораблей. А по этим рукавам как раз таки насыпали зерно. Сейчас хочу попробовать подняться на вот этот портовый кран. Это, похоже, главный рубильник. И место крановщика. Здесь раньше железная дорога была, но похоже, что ее разобрали всю. А вот порт, где я был. Ох, пахнет мазутом. Машинный отсек.
Офигеть. Какие большие электромоторы. А за ними, похоже, две лебедки. Здесь же инструменты. Вот, смотрите, написано: грузоподъемность крана 5-6 тонн. А техосмотр проходил в 2006. Четвертый этаж. Вот эти два рукава. Фух, устал подниматься уже. Вот и конвейер. Идет он куда-то вдаль. О, кабина крановщика. Надеюсь, пол крепкий. Ох, сколько разных кнопок. Но одно могу сказать: вид у крановщика был шикарный. Есть кто? Никого. Сколько разных кнопок, рычаги. Здесь же радио и батарея. Вот, походу, записана частота FM и какой радиоканал. А это прибор, показывающий силу ветра. Выходит, по вот этому конвейеру ехало зерно и высыпалось через тот рукав. Ну да, вот через эту трубу оно сыпалось и ехало, потому что здесь конвейер уже заканчивается. А это вторая кабина крановщика. Снова пульт управления. И много-много разных кнопок.
Сейчас немного испугался. Боюсь просто за этот пол. Фу, чтобы не провалиться. Ого! Вот это механизмы. Собственно, это второй рукав, через который засыпали зерно в корабли. И конвейер, в отличие от прошлого, двухъярусный. Сейчас, надеюсь, через этот тоннель смогу выйти в сам элеватор. Вот я и внутри. А это похоже на помещение, куда заезжали поезда. И их тут разгружали. Похоже на комнатку отдыха для рабочих. Плакаты. Девушки. Машины. Тут, похоже, кто-то спал. Тут у них, похоже, кухня была. Холодильник. Припасы даже остались. Это что? Компот какой-то, что ли? А это? Фу. Первый этаж. И здесь, похоже, когда-то были тоже конвейерные ленты. Только сейчас их разобрали. А вот трубы, по которым ссыпалось зерно на конвейер. А надо мной, получается, емкость, где это зерно хранилось. Так, где-то здесь должна быть лестница, ведущая наверх. Вот тут сохранилась конвейерная лента. Ведет она в следующий зал. Вот, похоже, и лестница. Ух, высоко, однако.
Впрочем, ничего другого я не нашел, поэтому вариантов у меня нет. Фух, в общем, поднялся я наверх по этой лестнице. Здесь тоже расположены конвейерные ленты. И я так понимаю, я уже где-то под самой крышей здания. Это что за механизм? Интересно. Еще что-то интересное. Грузоподъемность 150 кило. В полу вижу вот такие люки. Интересно. Ой-ё! Просто как там глубоко. Соседний люк. То же самое. Конвейеры номер 10 и 11. Ну вот. Судя по виду из окна, я поднялся очень высоко. То есть получается, что все здание подо мной — это емкости для хранения зерна. Вот еще одно такое устройство. Тут вот катушка с прочным металлическим тросом и такой вот стульчик или ковшик. Напишите в комментариях, для чего оно было нужно. Опа! Проход во вторую секцию. Как же это все атмосферно выглядит, особенно в лучах вечернего солнца. Получается, здесь целых 3 конвейера было. Целых 3 линии. И это все снова люки, ведущие в эти огромные емкости. Офигеть, какое эхо.
Ой, голубь. Голубь, не бойся. Я тебя не трону. Так вот, получается, на поездах привозили, засыпали емкости, накапливали, а потом грузили уже на корабли, получается. Фух. Стрёмная лестница. Но это единственный путь на крышу. Вау. Я не знаю, сколько здесь этажей, но отсюда видно почти всю Ригу. Вот там центр Риги, Старая Рига. Мосты. Железнодорожный, каменный и вантовый. Ну и далее Пардаугава. Заброшенная первая Рижская ТЭЦ, где я был в прошлый раз. Там, если не ошибаюсь, контейнерный порт. Ну и Даугава. Там вдалеке за поворотом ее устье. Выбрался я на еще одну крышу. Кстати, вот эти трубы, возможно, для отвода разных газов, которые накапливались в емкостях с зерном. Помню, вот когда работал на корабле в море, на танкере, у нас над грузовыми трюмами перевозили мы топливо. Тоже были такие штуки. Они периодически постреливали. Воздух выходил, накопившиеся пары в этих трюмах. На улице уже стемнело, а мне удалось пробраться на главную лестницу. Сейчас хочу обойти все технические помещения. Лифт.
8-й этаж, что ли. Опа. Фух, я надеюсь, он не упадет. Пульт. 10 этажей было. И техосмотр. Год назад проверяли. То есть он до сих пор годен. Буду осматривать здание сверху вниз. Судя по этим трубам, это было что-то связанное с вентиляцией. Ух, а вид-то какой шикарный. Ночная Рига светится. Этажом ниже 4 вот таких емкостей с весами на каждой. Весы на 2 тонны. Цена деления 5 килограммов. А год выпуска 75-й. Здесь же такой пульт управления. Шкаф с различными запчастями, инструментами. Это что? Глазами это еще красивее выглядит. Спускаемся ниже. Какое тут все старое. Там я уже был. Это конвейеры. Четвертый этаж. Скальператоры. Ну и запах тут, конечно, жесть. Давно тут, походу, не проветривали.
Что за дверь? Ух ты! Да это же главный пульт управления всем этим огромным элеватором. Вот это да! Как это все работало? Интересно. Здесь схема и 4 весов. И застывшие часы. Это, вероятно, повторители весов, электронные. Телефон. 3 телефона. А это микрофон, наверное, рупор. Прием, прием. Включите 25-й конвейер. Прием, прием. Сколько показания на 4-х весах? Фото. Портовый элеватор в начале 20 века. Торговый оборот в конце 19 и начале 20 века. Смотрите, с каждым годом рос. Вот как тут все раньше выглядело. Мне вот интересно. Офигеть! Свет горит. Вот это прикол. Блин, ощущение такое, как будто рабочие вот совсем недавно вышли и завтра придут на смену. И здесь вот даже спальное место было. Картина из дерева полностью. Такую впервые вижу. Красота. Инструменты есть. Слышу, что-то гудит за дверью. Такс, огнетушитель. Интересно, какого года? А вот последний раз проходил инспекцию в 21 году. Ой-ё! Смотрите, это мертвые мышки. И паучки мертвые. Бедное животное. Лучше тут, пожалуй, ничего не трогать. Вот просто пульт управления. Огромная электрощитовая. Что-то гудит, свет горит. Чье-то рабочее место. Просто вот куда я попал? Так, календарик 20-го года. Здесь же шкаф, полный каких-то деталей.
Еще одна электрощитовая. Только это уже не гудит. Источник постоянного тока. Ух ты, какой здоровый рубильник. Ладно, пойду я отсюда, пока меня никто не застукал. Чья-то каморка. Ой, фу. Ну и запах. Тут, похоже, давно никого не было. Вот календарь за 19-й год. Но закрыто это все было, полагаю, в 21-м. Что ж, спасибо вам за просмотр. Всем счастливо и до скорых встреч!